Добрый день, или добрый вечер, или доброе утро. У нас сегодня будет необычное видео. Сегодня я буду показывать мое рабочее место и рассказывать, что у меня тут есть и почему. Хорошо. Что есть у меня на столе? Конечно, рабочее место – это всегда стол, это стул, это компьютер. Я работаю онлайн, поэтому у меня на компьютере веб-камера. Когда я на уроке, ученики видят то, что вы видите сейчас. Еще у меня есть клавиатура. Конечно, на ноутбуке тоже есть клавиатура, но мне неудобно печатать вот так. Поэтому у меня две клавиатуры. Эта клавиатура практичная, удобная, потому что у нее есть режим для телефона, режим для планшета. Мышь. Мышь у меня не Bluetooth, потому что я не люблю батарейки. Я ненавижу менять батарейки. Конечно, наушники. Наушники тоже обычные. Я пробовала большие наушники. Это неудобно для меня. Я пробовала наушники, вот такие наушники, но в них мне неудобно работать, потому что я много говорю, у меня активная мимика, и они плохо сидят в ушах, когда я много говорю. Что еще? Конечно, я говорила о мыши. Конечно, у меня есть коврик для мыши. Коврик мягкий, резиновый. Доска. Белая магнитная доска. Раньше я на ней писала, когда уроки были офлайн. Сейчас я на ней больше не пишу. Это мой планер. Здесь у меня календарь. Здесь у меня календарь. Здесь разные идеи для видео, что я хочу сделать. Здесь открытка. На открытке сова. Это подарок из Канады. Это была ирония, потому что я сова. Что значит сова по-русски? Это кто поздно идет спать и поздно встает. Утром я зомби. Сначала я завтракаю, потом я пью чай, долго пью чай. Потом я начинаю работать. На доске у меня магниты. Здесь злые птицы. Эти магниты у меня были еще, когда я давала уроки офлайн. Здесь матрешка и буква «И». Эти магниты сделал мой папа. Этот магнит нарисовал для меня мой муж. И здесь магниты грибы. Например, мухомор. Я очень люблю грибы. В Бразилии я не могу собирать грибы, но зато у меня есть магниты. Здесь у меня планы уроков. Обычно я пишу планы на бумаге. И здесь у меня небольшая картотека. Здесь маркеры. Когда я пишу планы, я всегда выделяю маркером ключевые элементы, ключевые пункты. Маркеры у меня разные. Базовые цвета: фиолетовый, зеленый, оранжевый, синий или голубой, розовый и оранжевый. Еще желтый. И здесь еще другие вещи. Ручки, карандаши.
Красная ручка у меня есть, она для меня. Это не, да, это не типичная учительская ручка. Линейка, ножницы. Здесь небольшая коробка. И в коробке у меня еще инструменты. Это карточки. Я их показываю на уроке, когда нужно. Это значит говорим по-русски, это значит говорим по-португальски. Еще у меня здесь бумага. На бумаге я пишу планы, как я уже говорила. И здесь у меня раскраска антистресс. Я купила ее в Сан-Паулу. И уже начала раскрашивать. Я не умею рисовать. И я раскрашиваю только когда у меня есть время. 5 минут здесь, 10 минут там. Это действительно антистресс. Там розетка. И там все провода. Здесь у меня телефон. Обычно я держу телефон на подставке. И обычно во время уроков или другой работы у меня работает режим «не беспокоить». Значит, я не получаю уведомления. Здесь у меня календарь. Это тетрадь, маленькая тетрадь, ежедневник. И здесь я пишу, что у меня будет сегодня, завтра, уроки, тренировки, другие дела, но только самые важные. И здесь у меня книги. Книга о грамматике, русская грамматика. Это мой очень старый справочник. Я читала его еще в школе, но в нем очень много информации. Полезная информация в этом справочнике. Современная португальская грамматика, бразильский португальский на английском языке и дескриптивная грамматика на португальском языке. Эти книги здесь, потому что я сейчас преподаю португальский. А эту книгу я вчера закончила читать, лексическая семантика. Здесь было много интересной информации. Конечно, на уроке у меня всегда вот здесь стоит стакан воды. Я пью воду. Иногда это чай зимой. Зимой всегда чай. И когда я работаю, когда я пишу планы, я тоже пью чай. Сейчас я чай не пью, потому что я снимаю это видео. Слушаю. Доска, да. Ну вот и все. Спасибо, что посмотрели. Спасибо за интерес. Спасибо, что изучаете русский язык. И до следующего видео. До свидания.